Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно увидите. Не забывайте заглядывать в раздел «Сообщество» и в раздел «Шортс». Там представлено большое количество уже готовых узорчиков. Выбирайте, который вам понравился, нажимаете на ссылочку и смотрите полное видео, как его связать. Отдельные приветствия благодарности передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже много раз работали, даже с такой палитрой работали, ну и с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora Gold, Simli, значит блестящие. Они вот так вот интересно переливаются. Дальше смотрим. В моточке находится 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. Вот она блестит. Нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну и сразу назову цвет. Цвет, смотрите, чисто белый, номер 55. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так, вот мой крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете не только такую пряжу, которую вам показываю я, так, берете свою пряжу. Узорчики все универсальные. Один и тот же узорчик из разной пряжи может смотреться совсем по-разному. Возможно, из вашей пряжи будет смотреться более выигрышно, чем из моей. Самое главное, точно так же возьмите инструкцию, аннотацию к пряже, прочитайте, подберите правильно крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, я сегодня немножко поменяла фон, получается, нашу рабочую поверхность, для того, чтобы белое на белом не сливалось. Надеюсь, все будет понятно, доступно. Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, цветная, все понятно. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас все получится. Но параллельно следите за схемкой. То есть мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он изображается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так незаметно для себя вы научитесь работать в дальнейшем с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Получается, это будет 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого 33 воздушные петельки набираю я, ну а вы набираете, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек эту петельку мы не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот, мой будущий образец. Далее, новички, давайте сделаем вспомогательный ряд, для того, чтобы мы не запутались в воздушных петельках. Так, вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. Столбики с накидом, мы в них не запутаемся однозначно. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид по порядочку. Следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Наша с вами задача вот так вот шагать в каждую петельку цепочки и провязывать столбики с накидом. То есть ничего не пропуская, лишнего не провязывая, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Вот я набрала 33 воздушные петельки. Так? Значит, у меня будет 33 столбика. То есть тут ничего сложного. Все. И вот так вот аккуратненько провязывайте до конца ряда. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Угу.
Несложно, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько, приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 1 воздушная петелька подъема, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика провязали столбик без накида. Есть. Теперь 2 воздушные петельки, 1, 2, в столбиках пропускаем 1 столбик, 1, пропустили, и со следующего начинаем провязывать столбики без накида в количестве 5 штук. 1 столбик без накида, следующий по порядку 2 столбик без накида, следующий по порядку 3 столбик без накида, 4 столбик без накида и 5 столбик без накида. То есть тут такая впереди как бы маленькая такая арочка. Дальше смотрите, 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. При этом пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3. И в 4 провязываем столбик без накида. Видите, вот такая вот арочка получилась, чуть побольше. Считаем наши столбики, их должно быть 5. Это первый, дальше по порядку. Второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый. Угу. Вот тоже наши 5 столбиков. Такая большая арочка, 5 столбиков. Опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А в столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Из 4 начинаем провязывать столбики без накида опять в количестве 5 штук. 1, дальше 2, дальше 3, 4, 5. Опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. Из 4 столбика начинаем опять провязывать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. 1 столбик пропускаем. И там, где были 3 петельки подъема, в 3-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик без накида. Такая вот опять маленькая арочка получилась. Все, вот так вот мы с вами вместе дружно провязали первый самый ряд нашего узорчика. Идем дальше. Итак, для начала делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь по узорчику 2 воздушные петельки. 1, 2. Итого 6 воздушных петелек. Теперь накид. Возвращаемся вот в нашу маленькую арочку, в эту арочку, и провязываем 4 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. И 4. Пока повторяйте, потом поймете принцип узорчика. Дальше смотрите, что мы делаем. Переключаемся вот на наши 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Самый центральный, третий. Мы в него ныряем и провязываем столбик без накида. Дальше накид. Переключаемся вот в нашу большую арочку и в нее провязываем 4 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3 и 4. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять накид. И возвращаемся в эту же большую арочку и провязываем еще 4 столбика с накидом. 1. Сюда же 2, 3 и 4. Вот такой вот интересный получился веерочек. Теперь присоединяемся опять, смотрите, 5 наших столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 к центральному, к третьему столбику без накида. Присоединяемся столбиком без накида. Все, видите, вот такой большой веерочек, а здесь у нас получился маленький веерочек. Дальше опять переключаемся в большую вот эту вот арочку нашу и провязываем большой веерочек. Опять 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4.
Теперь 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Опять вернулись сюда же и провязали опять 4 столбика с накидом. Раз, сюда же, 2, 3, 4. Вот опять наш веерочек вот такой большой. И присоединяемся, вот 5 столбиков, раз, два, три, к третьему столбику, столбиком без накида. И вот так вот вы шагаете, провязываете вот такие вот веерочки большие до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу, покажу, как заканчиваем. Угу. Несложно, схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами провязали практически до конца ряда. Заканчивать ряд будем точно так же, как и начинали. Так, вот половинка веерочка. Итак, столбик без накида провязали, дальше накид. И вот эта маленькая наша арочка, мы в нее провязываем 4 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. И теперь внимательно. 2 накида. Там, где был столбик без накида предыдущего ряда, в него провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. Видите? Вот такой вот высокий столбик. Дальше 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 6 воздушных петелек. Теперь смотрите, возвращаемся вот в нашу арочку, в которой мы делали из 2 воздушных петелек, и в нее провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Теперь смотрите, работаем вот с этими 4 столбиками, полвеерочка. Дальше столбик без накида и следующие 4 столбика следующего веерочка. Смотрите, что делаем. Накид. Захватили верхушку первого столбика, вытянули ниточку, держим на крючке, не провязываем, просто держим. Раз. Следующий столбик. Точно так же накид, вытянули ниточку, подтянули. 2, держим. Накид в следующий столбик. 3. Накид в следующий столбик. 4. Теперь накид, вот столбик без накида предыдущего ряда, в него считаем 5. Дальше накид. Пошел следующий веерочек, первый столбик, да, итого 6, 7, 8, 9. Смотрите, сколько петелек у нас и сколько накидов. Наша с вами задача аккуратненько провязать все за один раз. Смотрите, провязываем, протягиваем ниточку до конца. 2 петельки на крючке остались. Теперь эти 2 петельки вместе зафиксировали. Оп. Получается вот такой вот интересный как бы веерочек наоборот. Он такой пушистенький, объемный получается. От этого очень интересный. Идем дальше. Теперь смотрите, делаем накид. И вот в эту арочку, так, из, получается 4 воздушных петелек, мы в нее провязываем 4 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3 и 4. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Вернулись сюда же, в эту же арочку, и провязали еще 4 столбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. То есть вот такой веерочек, мы с вами его уже провязывали, мы уже его знаем, как вязать. Дальше опять работаем, смотрите. Вот 4 столбика с одного веерочка, столбик без накида и 4 столбика от другого веерочка. Набираем точно так же ниточки. Накид. В первый столбик нырнули, вытянули, подтянули, держим. Накид. Второй столбик точно так же. Накид. Третий. Накид. Четвертый. Теперь столбик без накида. Считаем накид. Пятый. Пошли следующие столбики следующего веерочка. Накид 6, накид 7, накид 8, накид 9. Опять видите, сколько петелек, сколько накидов. Аккуратненько берем ниточку и потихонечку протягиваем через все наши петельки
до 2 петелек на крючке. Теперь 2 петельки провязали вместе, зафиксировали нашу картину. Вот, смотрите, что у нас получается. Видите? Они такие немножечко выпуклые получаются и очень-очень красивые. Все. И дальше опять провязывайте веерочек, вы его уже умеете вязать. И вот такая вот пышная метелочка, назовем ее. Веерочек, пышная метелочка. Здесь я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно. Схемка перед вами. У вас все получится. Так, смотрите, вот мы провязали с вами практически до конца ряда. Вот такие вот интересные, объемные получаются у нас, ну, назовем метелочки, да, веерочки наоборот. Как мы заканчиваем ряд? У нас здесь маленькая получается арочка. Мы сюда делаем 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Теперь 2 воздушные петельки. И здесь будьте внимательны. Здесь мы делаем 2 накида. Раз, два. И вот здесь получается 4 петельки подъема у нас было. Раз, два, три, 4. И 2 воздушные петельки по узорчику. Так вот, в 4-ю петельку подъема аккуратненько провязываем столбик с 2 накидами. Все. И на этом наш ряд закончен. Дальше опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 6 воздушных петелек. Теперь точно так же возвращаемся вот в эту арочку, в маленькую, провязываем 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и 4. Тут как бы все без изменений. А дальше смотрите, что делаем. Делаем накид. И там, где у нас была верхушечка, вот наших, получается, всех петелек, накидов, в эту верхушечку нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке, не провязываем. Раз, считаем. Накид сюда же нырнули 2. Накид сюда же нырнули 3. И теперь провязали все вместе до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе. Вот такой вот пышный столбик получается. Вы можете данный пышный столбик сделать намного больше и эффектнее. То есть вы можете сделать не 3 петельки, 3 накида, как сделала я, а можете 5, 7, 10, да? От этого, конечно, столбик будет выглядеть намного эффектнее, но и пряжи скушать побольше. Все. А дальше опять идут точно такой же веерочек, веерочек. Над ним опять такой же веерочек. То есть 4 столбика с накидом. Давайте провяжем вместе. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Кому быстро, ставьте на паузу, либо в настройках уменьшайте скорость, и вам будет намного комфортнее вязать. Дальше 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Возвращаемся сюда же и провязываем еще 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. То есть здесь веерочек без изменения, да? А вот здесь получается, вот над этим веерочком, наоборот, либо метелочкой, будем провязывать вот такой пышный столбик. Я хочу вам показать для сравнения, набрать больше петелек и больше накидов. Накид. Ныряем, вот, получается, верхушечку, вытягиваем ниточку, считаем раз, накид, 2, накид, 3. По схемке 3, да? Давайте сделаем 5, например, 4, 5. Вы можете попробовать сделать 6, 7, 10 и так далее. Провязали, зафиксировали. Посмотрите, пышный столбик чуть побольше, да, буквально на 2 петельки 2 накида. Смотрите, как эффектно смотрится. Видите? Это какой-то жиденький, а это такой более пухленький. Выбирайте, какой вам нравится больше, так и провязывайте. Но, повторюсь, пряжи кушать, естественно, побольше. Все. Давайте, шагайте вот так вот. Веерочек, пышный столбик, веерочек, пышный столбик. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, я все-таки решила перевязать. И первый столбик, вот этот пышный столбик, сделала из 5 петелек 5 накидов. Смотрится более эффектно. Вот они, получаются, наши столбики. Так, и как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как при все предыдущие ряды. В арочку провязали 4 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, затем 2 накида. И вот у нас здесь были 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. В 4-ю петельку аккуратненько ныряем и провязываем
столбик с 2 накидами. Поняли, да? Высокий столбик. Все, наш ряд закончен. Дальше опять 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. По узорчику 2 воздушные петельки. 1, 2. Итого 6 получается петелек. Вернулись опять в маленькую арочку. Провязали 4 столбика с накидом. Здесь без изменений. Все понятно. 1, 2, 3, 4. А теперь наша с вами задача повторить вот точно такую же, получается, веерочек такой пышненький, да, объемный. Будем провязывать его точно так же здесь. Напоминаю, накид. Захватили первый столбик, вытянули ниточку, подтянули, держим, не провязываем. Считаем 1, накид. Точно так же второй столбик, накид. Третий, накид. Четвертый, накид. Вот верхушка получается нашего пышного столбика. Считаем 5, накид. Следующий веерочек пошел. 6, накид. 7, накид. 8 и накид 9. Теперь аккуратненько провязываем все петельки до 2 петелек на крючке и 2 петельки зафиксировали наш веерочек. Вот такая вот красота. Понятно? Все, и несложно. И опять переключаетесь на следующую арочку, начинаете провязывать 4 столбика с накидом. Вот у нас повторяются одни и те же веерочки, тут ничего сложного. 4 столбика, 4 воздушные петельки, 4 столбика. Здесь повторяйте опять такой пышный столбик. Обычный получается наш веерочек, да, который мы провязываем. Пышный получается наш веерочек, обычный веерочек, пышный веерочек. Так, и в конце ряда я вас встречу. Получится? Я думаю, что получится. Вот, вы провязывали точно так же вот этот ряд. Поняли? Все. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Получится очень даже красиво. Так, смотрите. Вот мы провязали, получается, с вами ряд с нашими пышными вот этими перевернутыми веерочками. Очень красиво получается. И заканчиваем ряд так же, как и предыдущий. Получается, в эту маленькую арочку провязали 4 столбика с накидом. Всего лишь 2 воздушные петельки. 2 накида. И вот у нас были 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. В 4-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Все, тут как всегда. Заканчиваем мы все время одинаково. И точно так же опять 4 воздушные петельки подъема. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. И всего, итого получается 6 воздушных петелек. Вернулись вот в маленькую арочку и провязываем 4 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3 и 4. А теперь наша с вами задача провязать над нашим вот этим вот пышным веерочком пышный столбик. Помните, да? То есть мы беремся вот так вот за центр, за верхушку пышного нашего веерочка и начинаем набирать петельки. Я решила, что я буду делать 5 накидов и 5 петелек. 1, накид сюда же. 2, 3, 4, 5. Вы можете делать как по схемке 3. Вы можете делать больше. 6, 7, 10. Провязали все вместе до 2 петелек на крючке. И потом 2 петельки вместе зафиксировали наш пышный столбик. Все. И опять переключаемся на наш веерочек. Начинаем провязывать 4 столбика с накидом. 4 воздушные петельки. 4 столбика с накидом. И здесь опять в центре будет пышный столбик. Опять веерочек, пышный столбик. Веерочек, пышный столбик. Все. Не сложно, не сложно. То есть получается, мы с вами повторяем одни и те же ряды. В одном ряду мы делаем с вами, получается, веерочки наоборот, в другом пышные. Веерочки, пышные, веерочки, пышные. Все. И ничего сложного. Вот так вот 2 ряда повторяйте каждый раз. 2 ряда, 2 ряда, 2 ряда. И вот так вот вырастает интересный узорчик. Давайте его еще увеличим на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получается интересно, оригинально, да? Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали несколько рядочков. Вот что у нас по итогу получается. И автоматически возникает вопрос. Вы меня будете спрашивать: Оля, край неровный, как можно его выровнять, да? То есть кому-то нравится данный край, оставляйте его таким. Кому не нравится, можно выровнять, но не за один ряд, конечно. Итак, первый ряд, смотрите, я провязываю, получается, здесь
4 столбика с накидом и первые делаю 3 петельки подъема. То есть я не делаю здесь арочку. Дальше я провязываю. У нас здесь были пышные, получается, веерочки, да, а здесь просто 9 столбиков с накидом с общей верхушкой. Дальше у нас здесь получается 8 столбиков с накидом, то есть никаких арочек не делаем. Дальше опять 9 столбиков с накидом с общей верхушкой. Опять 8 столбиков с накидом, просто обычный веерочек без арочки. И смотрите, как я вам покажу, как провязываю 9 столбиков с накидом с общей верхушкой. То есть так вы можете выравнивать любой, получается, край любого узорчика. То есть вы вяжете веерочек наоборот. Итак, накид. Взялись за первый столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Второй столбик точно так же, 2 петельки, стоп. Накид. Точно так же, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, шестой столбик, седьмой столбик, восьмой и девятый. Теперь берем ниточку и аккуратненько протягиваем через все петельки на крючке. Аккуратненько протянули до 2 петелек и 2 петельки вместе провязали и зафиксировали наш веерочек. Видите? Вы, конечно, можете провязывать и пушистый вот такой вот веерочек, но в данном случае я показываю, как можно выровнять не только узорчик именно этот, да, но и остальные узорчики, которые вам встретятся. То есть вы можете вот таким образом выравнивать ваши края. Все. И дальше опять следующая арочка и просто 8 столбиков с накидом без арочки. Понятно? Все. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Покажу дальше, как будем выравнивать край. Так, смотрите. Вот мы с вами, получается, провязали наши веерочки. Вот обычные веерочки, они без арочек идут, обычные веерочки, просто одни столбики с накидом. А здесь, получается, перевернутые веерочки. В данном узорчике вы можете повторить, провязать их пышными. Да? Во всех других узорчиках вы просто провязываете обычные столбики с накидом с общей верхушкой. Если увидите, что у вас как бы начал выравниваться краешек, но еще не выровнялся, то есть мы делаем следующий ряд. Смотрите, в следующем ряду у меня уже краешек поровнее. Так? То есть тут какая особенность? Там, где у нас верхушка веерочка, мы провязываем столбики. Здесь будут все столбики у нас. Мы провязываем столбики коротенькие, то есть столбики без накида. Да? Дальше мы эти столбики удлиняем. И здесь, получается, в ямке у нас будет самый длинный столбик. А потом опять идем и укорачиваем столбик. Сейчас покажу. Итак, вот, например, наша верхушка нашего веерочка. Мы за верхушку провязываем вначале столбик без накида. Он самый коротенький. Дальше делаем накид. Следующий столбик провязываем полустолбик с накидом. То есть 3 петельки вместе. Есть, то есть столбик чуть-чуть повыше стал. Дальше мы делаем столбик с накидом, провязываем его полноценным по 2 петельки. Столбик с накидом, видите, он чуть еще повыше. Следующий получается столбик, который еще находится, вот видите, здесь ниже, а мы его будем удлинять. Здесь получается мы провяжем столбик с накидом, смотрите как. 1 петелька, потом 2 петельки, 2 петельки. Дальше делаем 2 накида и провязываем столбик с 2 накидами. Это будет как бы самый длинный наш столбик. Поняли, да? Вот таким вот образом. Видите? Он самый высокий. Вот самый короткий, самый длинный. Угу. А теперь идем обратно, поднимаемся по веерочку и все столбики укорачиваем. То есть вначале у нас получается будет столбик с накидом. Смотрите, как провязываем. 1 петелька, 2, 2. Дальше столбик, просто обычный столбик с накидом. Так? Дальше идет у нас полустолбик с накидом, 3 петельки вместе провязываем. И следующий столбик у нас будет столбик без накида. Видите? И вот наш, получается, краешек выравнивается. Поняли? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот я провязала, получается, до конца. Вот наш краешек ровный. Запомните, да, то есть вы так можете выравнивать любой, абсолютно любой узорчик. То есть прибегайте к творческому, скажем, порыву. Либо вы провязываете вот так вот столбиками с общей верхушкой, либо можете краешек вот таким вот образом выравнивать. Вот такой у нас по итогу узорчик получается. Узорчик у нас двусторонний. То есть выбираете любую сторону, какая вам нравится, такая будет лицевой. Опять же, узорчик, смотрите, у вас может смотреть веерочки вверх, так? Веерочки вверх, либо веерочки вниз, как мы с вами вот эти вот веерочки и провязывали. Поняли, да? Объемные. То есть на ваше усмотрение. Из моей пряжи вот так вот узорчик тянется. И вот так вот он тянется.
Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше, поэтому пробуйте, экспериментируйте, вяжите из любой пряжи. И из летней, и из зимней, и из демисезонной. То есть, повторюсь, один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит абсолютно по-разному. Что ж, давайте замерим. Получается, если моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, что у меня получается? Итак, у меня получается 33 воздушные петельки. Итак, у меня получается это 16 сантиметров с небольшим хвостиком. Так? И тут получается, вначале мы делали арочки вот такие большие. Первый получается наш ряд. Дальше столбики, второй ряд. Потом веерочек, третий ряд. Пышный столбик, четвертый ряд. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Закончили, получается, мы девятым. И самый первый набирали с новичками 10. Итак, интересно, 10 рядочков, сколько это будет? Смотрите, это получается вот 13 сантиметров с хвостиком. У вас может быть больше, у вас может быть меньше, зависит от толщины пряжи, от плотности вязания, от размера крючка. То есть нюансов очень много, да? Поэтому обязательно провязывайте образцы своей рукой. Вот такая красота. Возможно, узорчик не новый, но я его увидела, решила повторить, показать вам. Вот. Если вы что-либо вязали, то вы нам пишите, рассказывайте, что вязали, что у вас по итогу получилось. Возможно, это кофточка, возможно, палантин, возможно, кардиган. Да? То есть идей очень много, поэтому пишите, мы будем читать и вдохновляться. Вот. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии, это помогает продвижению канала. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. Очень много зрителей смотрят и не подписываются. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, впереди много новинок, будет что-то интересное и для вас. Ну что ж, сохраняйте свои плейлисты видео, делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Всем ровных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.